Когда моряки Sea Eagle обнаруживают что-то странное в воде во время своего обычного патрулирования Индийского океана, они кричат от ужаса и вызывают подкрепление. Они никогда не ожидали, что столкнутся с ситуацией, которая выведет их на пределы их подготовки и воображения. Бескрайние просторы Индийского океана простирались перед экипажем патрульного судна Sea Eagle, занимающегося охраной морской флоры и фауны. Капитан Раджеш Сингх стоял у штурвала. Это был долгий день рутинного патрулирования, и команда с нетерпением ждала возвращения в порт. Внезапно по корабельному интеркому раздался голос первого помощника капитана Амиры Патель, настойчивый и растерянный. «Капитан Отитатан, вы должны это увидеть. В воде, примерно в 500 метрах от нас по правому борту, что-то странное». Капитан Сингх нахмурил брови и поднял бинокль, чтобы осмотреть местность, на которую указала Амира. Сначала он не увидел ничего, кроме бесконечного синего простора. Затем на поверхности появился темный силуэт, не похожий ни на что, с чем он когда-либо сталкивался за десятилетия, проведенные в море. «Всем подняться на палубу!» Проревел он, и в его голосе прозвучала смесь властности и едва скрываемой тревоги. «У нас в воде неопознанный объект. Приближайтесь с осторожностью». Команда заняла свои места, в воздухе повисло ощутимое напряжение. По мере того, как морской орел приближался к загадочному силуэту, среди собравшихся моряков начали раздаваться недоуменные возгласы. Морской биолог доктор Сара Чен протолкалась к поручням. Ее научное любопытство было возбуждено необычной ситуацией. «Как вы думаете, что это, доктор?» — спросила зеркало, не сводя глаз со странной фигуры в воде. Доктор Чен озадаченно покачала головой. «Я никогда не видела ничего подобного. Оно слишком большое, чтобы принадлежать к какому-либо известному морскому виду в этом регионе, но оно определенно живое. Посмотрите, как оно движется». Пока они наблюдали, фигура, казалось, билась в воде, поднимая в воздух брызги пены. Над волнами разнесся низкий заунывный звук, не похожий ни на один звериный крик, который они когда-либо слышали. Слышал. Лицо капитана Сингха побледнело, костяшки пальцев, сжимавших штурвал, побелели. «Этого не может быть», — пробормотал он, обращаясь почти к самому себе. «В чем дело, капитан?» Амир подавленно вздохнул, почувствовав тревогу старика. Прежде чем он успел ответить, по команде пронесся общий вздох. Таинственная фигура на мгновение всплыла на поверхность, показав проблеск серой, жесткой кожи в том, что невероятно походило на туловище. «О, боже мой!» — выдохнула доктор Чен. Ее научный ум с трудом переваривал то, что видели ее глаза. «Это слон?» Словно в ответ на ее вопрос, существо в воде издало трубный звук, который развеял все сомнения. Каким-то невероятным образом посреди Индийского океана, в нескольких милях от берега, плавал слон. «Это невозможно!» — воскликнула Амира, в панике повысив голос. «Как здесь оказался слон?» «Что нам делать?» Капитан Сингх оправился от шока. В нем сказался многолетний опыт, несмотря на беспрецедентность ситуации. «Мы делаем то, что делаем всегда», — твердо заявил он. «Мы спасаем жизнь, поднимаем тревогу и вызываем подкрепление. Мы собираемся спасти этого слона». Когда по всему кораблю пронесся сигнал тревоги, экипаж начал действовать. Несмотря на сюрреалистические обстоятельства, их подготовка взяла верх. Амира бросилась в центр связи, посылая срочные сигналы бедствия и просьбы о дополнительной поддержке. Доктор Чен и ее команда морских биологов собрались вместе, пытаясь разработать план спасения наземного животного посреди океана. Сценарий, который они даже не могли себе представить, не говоря уже о том, чтобы быть готовыми к нему. Пока команда обдумывала стратегию спасения, капитан Сингх лихорадочно соображал, пытаясь понять, как они оказались в этой невероятной ситуации. Его мысли вернулись к событиям последних нескольких дней, в поисках какой-либо зацепки, которая могла бы объяснить присутствие слона так далеко в море. Sea Eagle имеет долгую и легендарную историю как судно для защиты морской флоры и фауны. Первоначально он был введен в эксплуатацию береговой охраной Индии 15 лет назад, но с тех пор был передан объединенной оперативной группе, занимающейся защитой разнообразных морских экосистем Индийского океана. Экипаж судна состоял из тщательно отобранной команды экспертов, каждый из которых привнес уникальные навыки и опыт в свою общую миссию. Капитан Раджеш Сингх, ветеран военно-морских сил Индии, был назначен руководителем экипажа Sea Eagles 5 лет назад. Репутация Сингха, как уравновешенного человека в кризисных ситуациях,
сделало его естественным кандидатом на эту ответственную должность. Первый помощник капитана Амира Патель присоединилась к команде сразу после окончания военно-морской академии 3 года назад. Ее острый ум и природные лидерские способности быстро позволили ей получить повышение до ее нынешней должности. Доктор Сара Чен, ведущий морской биолог судна, прибыла на борт Си-Игла 2 года назад после успешной карьеры в области научных исследований. А у остальных солдат на борту вскоре появится возможность показать, насколько все они преданы делу сохранения морской среды. Нынешняя миссия морского «Орлана» начиналась как обычное патрулирование, часть постоянных усилий по мониторингу обширного участка Индийского океана, известного своим богатым биологическим разнообразием и, к сожалению, частыми случаями незаконного рыболовства. Первые 2 дня патрулирования экипаж проводил стандартные проверки, проверял качество воды, наблюдал за морскими обитателями и внимательно следил за любыми признаками несанкционированного проникновения судов в охраняемые районы. На 3-й день патрулирования ситуация начала принимать необычный оборот. Морской «Орел» получил серию загадочных сообщений от местных рыбаков, работающих вблизи небольшого малонаселенного острова, расположенного примерно в 100 морских милях от их текущего местоположения. В сообщениях говорилось о странных звуках, слышимых ночью, которые по-разному описывались как скорбные вопли и оглушительный рев. Некоторые рыбаки даже утверждали, что видели большие темные фигуры, двигавшиеся вблизи береговой линии в предрассветные часы. Капитан Сингх поначалу скептически отнесся к этим сообщениям. По его опыту, поздние ночи в море и изолированность островной жизни часто приводили к появлению преувеличенных историй. Однако, поскольку сообщения продолжали поступать, каждое из которых соответствовало предыдущему, он решил, что это стоит проверить. Морской «Орел» изменил курс, чтобы приблизиться к острову, и прибыл как раз на закате 3-го дня их пребывания в море. Когда они приблизились к береговой линии, команда начала замечать необычные признаки активности. Пляж был усеян заброшенными кемпингами с брошенным оборудованием, как будто их владельцы уехали в огромной спешке. Еще более загадочными были большие глубокие следы, ведущие из густонаселенных районов острова вниз к кромке воды. Доктор Чен была особенно заинтригована этими следами. «Они не похожи ни на что я когда-либо видела раньше», отметила она, присаживаясь на корточки, чтобы рассмотреть их более внимательно. Слишком большой для представителей местной фауны на острове такого размера. Судя по рисунку, она как будто замолчала, покачав головой, словно отгоняя невероятную мысль. Оглядываясь назад, капитан Сингх позже поймет, что именно в этот момент были впервые посеяны семена их невероятного приключения. Команда провела ночь на якоре у побережья острова, по очереди неся вахту. Несколько человек сообщили, что слышали странные звуки, доносимые ночным ветерком. Низкие, ракочущие звуки, от которых, казалось, вибрировал сам воздух вокруг них. Однако к утру все стихло, и тщательный осмотр доступных районов острова не дал никаких новых улик. Не имея конкретных доказательств правонарушений или экологических угроз, капитан Сингх решил возобновить патрулирование по обычному маршруту. Тайны острова были отложены в долгий ящик, как неразгаданная диковинка, которой суждено было стать не более чем интересным анекдотом, которым можно было поделиться во время долгих ночных дежурств. Воспоминания капитана Сингха были прерваны голосом Амиры, в котором слышалось разочарование. «Капитан, ближайшее подкрепление прибудет через несколько часов. Мы пока предоставлены сами себе». Серьезность ситуации дошла до всех. Им предстояла беспрецедентная спасательная операция с ограниченными ресурсами и без специального оборудования. Рев слона становился все слабее, его массивное тело едва держалось на плаву в безжалостных волнах. У них оставалось мало времени. «Мы не можем ждать подкрепления», заявил капитан Сингх, отбросив свое недоумение по поводу происхождения слона. «Нам нужно действовать немедленно, иначе это животное не выживет». «Доктор Чен, какие у нас есть варианты?» Сара Чен выглядела сбитой с толку, когда поделилась единственным планом, который пришел ей в голову. «Нам нужно действовать как буйок для этого слона. Слон, нам нужно подтянуть его тело веревками и вытащить на берег». Капитан Сингх целую минуту потрясенно смотрел на нее, прежде чем кивнуть. «Вы слышали доктора Чена?» — крикнул он команде. «Соберите все веревки, какие у нас есть, и приготовьтесь набросить лассо на слона». Когда команда морского «Орла» начала действовать,
Стала очевидна вся серьезность их положения. Им предстояла спасательная операция, не похожая ни на одну из тех, что они когда-либо предпринимали или даже представляли себе. Произошло. Слон, существо, созданное для жизни на суше, изо всех сил старался удержать свою массивную тушу на плаву в бурлящих волнах открытого океана. Несколько матросов попытались ухватить его за хобот или бивни веревками, но слон двигался слишком быстро, и они не могли сделать четкий снимок. Через 5 минут стало ясно, что единственный способ обвязать веревки вокруг его тела — это чтобы кто-то подплыл к животному вплавь. Тогда было решено, что несколько отважных солдат попытаются добраться до него, используя спасательные шлюпки судна. Как ни странно, несколько человек вызвались добровольно участвовать в операции. Капитан Сингх выкрикивал приказы, его голос перекрывал шум разбивающихся волн и все более слабый рев слона. «Спустите спасательные шлюпки, мы не можем терять ни минуты». Были быстро развернуты 2 надувные лодки с правым корпусом, каждая из которых была укомплектована командой из 4 человек. Доктор Чен настояла на том, чтобы присоединиться к одной из лодок. Ее научный ум уже обдумывал возможные стратегии сохранения жизни слона. Когда лодки приблизились к сопротивляющемуся животному, грандиозность их задачи стала еще более очевидной. Серая шкура слона блестела в лучах заходящего солнца, его хобот был поднят над водой в отчаянной попытке вдохнуть. Его глаза, расширенные от страха и изнеможения, казалось, умоляли приближающихся людей о помощи. Но, несмотря на свое ослабленное состояние, это все еще было дикое животное весом в сотни килограммов, которое могло легко вырубить любого солдата одним ударом ноги. Мысль о том, чтобы нырнуть и обвязать эти веревки вокруг его ног, внезапно стала слишком навязчивой для спасателей, которые начали обдумывать альтернативные варианты. «Нам нужно как-то стабилизировать его, доктор». «Эй!» — крикнул Чен, перекрывая шум волн в лодочном моторе. «Если мы не сможем удержать его голову над водой, он не протянет достаточно долго, чтобы прибыло подкрепление». Амира, которая управляла второй лодкой, крикнула: «А как же спасательные плоты? Мы могли бы попытаться создать что-то вроде плавучей платформы». Форма. В их радиоприемниках зазвучал голос капитана Сингха. «Сделай это. Используй все, что тебе нужно. Только сохрани жизнь этому животному». Следующие несколько часов прошли в бурной деятельности. Команда неустанно работала над тем, чтобы надуть и закрепить на слоне спасательные жилеты на случай непредвиденных обстоятельств. Это была опасная, изнурительная работа. Слон, охваченный паникой и растерянностью, барахтался в воде, не раз чуть не опрокидывая небольшие спасательные шлюпки. Один из членов экипажа, молодой моряк по имени Рахул, был сброшен за борт особенно сильной волной, вызванной неистовыми ударами ног слона. Его товарищи по команде в ужасе наблюдали, как он исчез под бурлящей пеной, но через несколько мгновений вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух, но все еще решительно цепляясь за спасательный плот, который он пытался закрепить. Вскоре от этого плана отказались, и моряки поняли, что единственный способ помочь слону — это обвязать его ноги этими веревками. 4 мужчин храбро вызвались погрузиться под воду, и, несмотря на свои сомнения и страхи, капитан Сингх согласился, что они могут попробовать. Команда работала при свете мощных прожекторов, создавая небольшой островок освещения в бескрайних темных просторах океана. Звуки труп слона стали слабее, но он продолжал бороться и биться, что еще больше затрудняло попытки спасения солдат. Но мужчины не собирались сдаваться, и к полуночи им, наконец, удалось обвязать веревки вокруг 4 ног слона. Концы связали вместе наверху, а моток веревки осторожно забросили на борт корабля, чтобы солдаты, находившиеся наверху, могли потянуть за него и удерживать слона на плаву. Массивное тело животного теперь в основном поддерживалось, а его голова оставалась над водой. Но на этом их испытания были далеки от завершения. Хотя слону больше не грозила непосредственная опасность утонуть, он проявлял признаки сильного истощения и переохлаждения. Его дыхание было затруднено, и он перестал реагировать на их голоса. Доктор Чен, с промокшей одеждой и выражением беспокойства на лице, совещалась с капитаном Сингом по радио. «Нам нужно как-то согреть его», — настаивала она. «Слоны не предназначены для длительного пребывания в такой холодной воде. Это может привести к шоковому состоянию». Капитан Синг, лихорадочно соображая, принял решение. «Мы воспользуемся тепловыми одеялами из наших аварийных комплектов.
Укутайте как можно больше частей тела. Команда приступила к выполнению этой новой задачи с мрачной решимостью. Цепляясь за неиспользуемые спасательные плоты, они трудились над тем, чтобы накрыть открытые участки кожи слона большими тепловыми одеялами, одновременно борясь с постоянным движением волн. Когда забрезжил рассвет, озаривший местность бледным, обнадеживающим светом, состояние слона стабилизировалось, но оставалось критическим. Экипаж морского орла, измученный, но не желавший сдаваться, продолжал бдительно следить за своим огромным подопечным. Именно тогда Амира, зорким взглядом осматривавшая горизонт, заметила нечто, заставившее ее сердце подпрыгнуть. «Капитан!» — крикнула она в рацию. «Я что-то вижу!» С востока приближается самолет. Усталый экипаж издал радостные возгласы, когда далекие силуэты превратились в пару тяжелых вертолетов, их винты грохотали при приближении. Наконец-то прибыла помощь. Следующий этап спасательной операции был не менее сложным. Координируя свои действия с экипажами вертолетов, команда морских орлов работала над закреплением ремня безопасности на теле слона. Это была, пожалуй, самая опасная часть операции, потребовавшая от нескольких членов экипажа снова погрузиться под воду, чтобы пропустить ремни под массивным телом слона. Когда вертолеты осторожно подняли слона из воды, команда морских орлов затаила дыхание. Животное висело между двумя самолетами, вода каскадами стекала с его тела и выглядело для всего мира как какое-то невозможное чудо, преодолевающее силу тяжести. Процессия медленно двинулась к ближайшей береговой линии, а морской орел следовал за ней по пятам. По мере приближения к суше их ожидали новые трудности. Нужно было найти подходящий пляж, достаточно просторный и устойчивый, чтобы выдержать вес слона. Наконец, спустя, казалось, целую вечность, они нашли свое место. С особой осторожностью вертолеты опустили слона на песок. Как только его лапы коснулись твердой земли, животное, казалось, ожило с новой силой. Оно издало трубный звук, который эхом разнесся над водой, звук облегчения и радости, вызвавший слезы на глазах у многих членов спасательной команды. Пока эксперты по дикой природе спешили оказать помощь слону, команда морского орла собралась на пляже, измученная, но в приподнятом настроении. Они сделали невозможное. Возможный. Несмотря ни на что, они спасли слона посреди океана. Капитан Сингх с гордостью смотрел на свою команду, зная, что этот день никто из них никогда не забудет. Это было напоминание о том, почему они выбрали такую жизнь и такую миссию – защищать и оберегать чудеса природы. И это стало доказательством того, что при наличии решимости, командной работы и немного удачи можно преодолеть даже самые, казалось бы, невыполнимые задачи. В последующие дни постепенно стала известна правда о приключениях слона в океане. Животное было частью небольшого стада, обитавшего на острове, который они исследовали ранее. Сильный шторм вызвал оползень, напугавший слонов и заставивший их спасаться бегством. В создавшемся хаосе именно этот слон каким-то образом оказался в воде, унесенный в открытое море сильным течением. Более ранние наблюдения экипажа, странные звуки, следы, ведущие к воде, внезапно обрели смысл в свете этой новой информации. То, что казалось несвязанными странностями, оказалось ключом к грядущему чуду. По мере распространения новостей о невероятном спасении, экипаж морского орла был провозглашен героями. Их быстрота мышления, храбрость и нежелание сдаваться перед лицом, казалось бы, непреодолимых трудностей спасли жизнь и вдохновили людей по всему миру. Капитан Сингх, размышляя об этом опыте, понял, что их обычное патрулирование превратилось в нечто экстраординарное. Напоминание о том, что океан по-прежнему хранит много тайн и что готовность к неожиданностям является неотъемлемой частью их обязанностей, как защитников морской жизни. Спасенный слон, который теперь благополучно вернулся в свое стадо, стал символом стойкости перед неожиданными чудесами природы. Для экипажа морского орла воспоминания о том дне, когда они обнаружили в воде что-то странное, закричали от ужаса, а затем приняли вызов, останется с ними навсегда. Это свидетельство того, какие невероятные вещи могут произойти, когда люди объединяются для защиты и сохранения жизни вокруг себя, как на суше, так и на море. Экипаж морского орла столкнулся со слоном в открытом океане. Что бы вы сделали на месте капитана Сингха? Как бы вы отнеслись к спасению такого необычного морского гостя?
Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях ниже. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше интересных историй, подобных этой.